Всем привет! Сегодня я расскажу лайфхак, как сэкономить на покупке автомобиля в Белоруссии. Я из России и на днях купил Mitsubishi Outlander в Белоруссии дешевле, чем у нас на 900 тысяч рублей. А наши барыги пусть смотрят это видео и плачут. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Съездить в Белоруссию, купить там машину и даже с учетом всех расходов сэкономить на ней около 1 миллиона рублей – это возможно. Наглядным тому доказательством стала покупка поддержанного Mitsubishi Outlander, о котором я сейчас расскажу. Заинтересовавший меня кроссовер был 2017 года выпуска, с мотором на 2,4 литра и в максимальной комплектации, то есть с кожаным салоном, круговыми камерами, обогревом руля и лобового стекла, электроприводом багажника и многими другими опциями. Его стоимость на момент покупки составляла 1 миллион 370 тысяч российских рублей. Способов оплаты может быть несколько. Частные продавцы принимают местные белорусские рубли, либо доллары. А при покупке машины у дилера или иного юрлица возможен даже межбанковский перевод в российских рублях. Что это такое? Автосалон должен иметь свой рублевый счет в белорусском банке и счет в российском корреспондентском банке. Вы заключаете договор купли-продажи, и салон выставляет вам счет, где указаны все реквизиты. Курс российского рубля определяется по сводкам Национального банка Белоруссии и не сильно отличается от курса ЦБ РФ. Далее вы даете команду своему российскому банку, и он делает перечисления по реквизитам. Подробно расписывать весь ход сделки и перегон машины в Россию сейчас не буду, а сделаю для этого отдельное видео. Отмечу лишь, что все сопутствующие расходы составили примерно 105 тысяч рублей, из которых 20 тысяч рублей ушло на авиабилет, 10 тысяч рублей на гостиницы, 19 тысяч рублей на бензин, 10 200 рублей на утильсбор и ЭПТС, 8500 на техобслуживание и предпродажную подготовку авто, чистки, полировки, а 7000 рублей на техосмотр и ОСАГО. В итоге при цене автомобиля в 1 миллион 370 тысяч рублей я потратил примерно 1 миллион 475 тысяч рублей, плюс попутешествовал по Белоруссии. Для сравнения, в России, а точнее в Новосибирске и ближайших городах, аналогичный Mitsubishi Outlander в этой же комплектации того же года наши барыги берут в среднем от 1 миллиона 900 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч рублей. И согласно доскам объявлений, это якобы нормальная цена, соответствующая текущим рыночным реалиям. Хотя на моем примере видно, что цены в России завышены минимум в 2 раза. Ну и обещанная мною шутка юмора. А как я вас узнаю на первом свидании? Я буду в фате и с вещами. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к покупке авто в Белоруссии? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, не важно сколько шагов вы сделали, важно сколько еще сделаете.